Серый ком лежал в мокрой траве совсем близко к крыльцу. Эвелин увидела его случайно, когда вышла утром на воздух с кружкой кофе. Сначала показалось, что это просто оторванный кусок утеплителя или что на двор откуда-то прибилась старая крыса. Но штука возле забора едва заметно шевельнулась. Она подошла ближе. Зверек не пытался уползти, только сильнее вжимался в землю. Глаза у него были несоразмерно большие, темные и блестящие, а вдоль боков тянулись широкие складки кожи. Прошлой ночью по району прошел сильный ветер. Старый клен у дома трещал до самого утра, а перед рассветом от него с грохотом оторвалась крупная ветка и рухнула прямо на траву. Эвелин присела. Рядом с большим зверьком в примятой зелени копошились еще 3 розоватых комочка, совсем голые, слепые, похожие на крошечных эмбрионов. Они издавали тонкий, еле слышный щелчок. Стало понятно, что на котят это не похоже. Ни у кого из домашних животных нет таких перепонок между лапами. Пришлось вернуться в дом и искать телефоны тех, кто занимается дикими зверями. Городская служба переводила на автоответчик, а единственная местная женщина-волонтер смогла приехать только после полудня. Пока шли часы ожидания, Эвелин просто искала в интернете по описанию: большие глаза, перепонки, упал с дерева. Так она поняла, что это южная летяга, ночной зверек, который вообще не спускается на землю без крайней необходимости. Около 2 часов дня к дому подъехал старый пикап. Волонтер в плотных перчатках спокойно и без лишних разговоров осмотрела находку. Никаких ахов, сентиментов или длинных лекций. «Гнездо было в той ветке, которая отвалилась», — сказала она, поддевая пинцетом кусок коры. «Мать оглушила при падении, но она цела. Если сейчас просто пересадить их на соседнее дерево, в случайное дупло, мать от испуга убежит и бросит мелких». Она достала из машины простой фанерный домик, прикрепила его повыше на уцелевший ствол клена, выложила внутри сухим мхом и переложила туда все семейство. Эвелин она сказала только одно: запереть собаку в доме и к дереву до утра не подходить, чтобы дать матери спокойно прийти в себя. Быстро ничего не закончилось. Слепые детеныши не вырастают за пару дней. Им нужен был целый месяц только на то, чтобы обрасти шерстью и открыть глаза. Первые 3 недели Эвелин видела только, как в сумерках взрослый зверек серым пятном срывался с клена и бесшумно летел к соседним дубам. И только к концу месяца из отверстия показались 3 усатые мордочки. Подросшие летяги начали аккуратно лазать по коре под присмотром матери. Тревога того первого утра постепенно ушла, уступив место обычной жизни бок о бок, когда все просто идет своим чередом.